Универсальные сеялки семейства S6PM предназначены для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых, гороха, люпины и других, крестоцветных, клевера, тимофеевки, люцерны и других семян трав с междурядием 125 или 250 мм с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. Для обеспечения качественной работы сеялки S6PM на протяжении всего срока службы завод-изготовитель рекомендует перед началом работ внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Принцип работы. При движении сеялки, установленной в рабочее положение, опорно-приводное колесо через 3 цепные передачи, зубчатую передачу включения, карданный вал приводят в движение катушки высевающих аппаратов посевного зерна и туков. Передаточное число между приводным колесом и катушками всегда одинаковое. Поток воздуха создается вентилятором, приводимым в движение отвом трактора через 2 карданных вала и ременную передачу. Посевной материал и гранулированные минеральные удобрения из бункера через высевающие аппараты поступают в эжектор, где подхватываются потоком воздуха. Воздушным потоком семена и туки транспортируются через гофрированную трубу, в которой происходит перемешивание посевного зерна и туков в распределителе, затем через семяпроводы в сошники и далее в бороздки. Маркеры оставляют след на незасеянной части поля для обеспечения стыковых междурядий при последующем проходе сеялки. При поворотах в конце гона сеялка поднимается в транспортное положение гидроцилиндрами колес. При этом автоматически отключаются привод дозаторов высевающих аппаратов. При завершении поворота и опускании сеялки в рабочее положение привод дозаторов автоматически включается. Задним ходом плавно подвести трактор к сеялке и соединить петлю прицепной рамы с вилкой прицепного устройства трактора. Соединить карданный вал сеялки с вом трактора. Присоединить гидросистему сеялки к гидравлическому распределителю трактора. Соединить гидроцилиндры подъема сеялки и гидроцилиндры складывания боковых балок с одной секцией распределителя трактора таким образом, чтобы при переводе рычага распределителя в положение «подъем» масло поступало в гидроцилиндры подъема-опускания сеялки. При переводе рычага распределителя в положение «опускания» масло поступало в гидроцилиндры подъема-опускания боковых балок. Соединить гидроцилиндры маркеров с другой секцией распределителя трактора. Установить пульт индикации системы контроля в кабине трактора. Подсоединить кабель питания пульта к клеммам аккумулятора трактора напряжением 12 вольт с соблюдением полярности подключения. Красный провод с биркой плюс к плюсовому выводу аккумулятора, белый провод с биркой минус к минусовому выводу аккумулятора. Кабель с разъемом подсоединить к ответной части разъема соединительной коробки, закрепленной на сеялке. Подключить вилку кабеля транспортной сигнализации к ответной части разъема трактора. При включении тумблера «Сеть» индикаторы на пульте должны загореться красным цветом. Для правильной индикации уровня семян в бункере включать УСК только при пустом бункере. Перевести рычаг секции распределителя трактора, соединенный с гидроцилиндрами подъема-опускания сеялки, в положение «Подъем». Откинуть упоры на фиксаторах глубины, фиксирующие сеялку в транспортном положении, для чего переставить замок. Во избежание поломки транспортных упоров, при транспортировке сеялки все фиксаторы глубины должны быть установлены на штоке гидроцилиндра. Перевести рычаг этой же секции распределителя трактора в положение «Плавающее». Сеялка опустится и займет рабочее положение. Перевести рычаг распределителя в положение «Опускания». Освободить боковые балки от крепления в транспортном положении, оттянув подпружиненную ручку и вставив закрепленную на оси планку держателя боковых балок. Перевести рычаг распределителя в положение «Плавающее». Произойдет опускание боковых балок в рабочее положение. Зафиксировать балки в рабочем положении при помощи упоров. Освободить маркеры от крепления в транспортном положении, для чего необходимо на каждом из маркеров освободить по 2 упора.
Подавать давление в гидроцилиндры маркеров при установленных только верхних упорах категорически запрещено. Это приводит к поломке механизма подъема маркера. Перевести рычаг второй секции распределителя в положение «Подъем». Один из маркеров займет рабочее положение, а при переводе рычага распределителя трактора в положение «Опускания» положение маркеров изменится. Для посева пшеницы, ржи, ячменя, овса, льна, гороха, вики и гречихи использовать максимальную производительность вентилятора, без заслонок. Для посева мелкосеменных культур установить две заслонки и отрегулировать взаимное положение заслонок для обеспечения необходимого потока воздуха. Срабатывание датчика вентилятора на пульте индикации свидетельствует о недостаточных или повышенных оборотах вентилятора. Например, нужно посеять пшеницу с нормой высева 125 кг на гектар. Для этого по таблице согласно норме высева определяем способ установки нормы высева N и показания шкалы высевающего аппарата 45. В зависимости от вида посевного материала возможны 4 способа установки нормы высева. Способ N предназначен для высева крупных семян и гранулированных минеральных удобрений. В зацеплении находятся два зубчатых колеса с количеством зубьев 19. Передаточные отношения 1 к 1. Установку зацепления зубчатых колес производить зубчатым колесом, передвигая его по валу влево или вправо до упора. Запорная ручка 2 установлена в положении N. Задвижка 3 выдвигается от 0 до 105 мм. Задвижку переместить регулировочным винтом до совмещения показания шкалы с выступом на корпусе высевающего аппарата. При этом регулируется вылет дозирующей катушки и изменяется норма высева. Показания шкалы соответствуют показаниям таблицы. Способ M предназначен для высева мелких семян. В зацеплении находятся два зубчатых колеса с количеством зубьев 14 и 28. Передаточные отношения 1 к 2. Запорная ручка 2 установлена в положении M. Ослабить винт и повернуть ручку на 180 градусов. Задвижка 3 выдвигается от 0 до 25 мм. Способ NM предназначен для высева мелких семян. В зацеплении находятся два зубчатых колеса с количеством зубьев 19. Передаточные отношения 1 к 1. Запорная ручка 2 установлена в положении M. Задвижка 3 выдвигается от 0 до 25 мм. Способ MN предназначен для высева гранулированных минеральных удобрений. В зацеплении находятся два зубчатых колеса с количеством зубьев 14 и 28. Передаточные отношения 1 к 2. Запорная ручка 2 установлена в положении N. Задвижка 3 выдвигается от 0 до 105 мм. Ввиду различной плотности посевного материала следует произвести настройку высевающих аппаратов, используя метод пробного высева. Настройку производить на одном высевающем аппарате на массе зерна, соответствующей 1/10 гектара при пустом бункере. Высевающие аппараты разъединить между собой, сняв подпружиненный вал, соединяющий их. Норму высева семян на 1 гектар установить из трех способов N, M, NM. В соответствии с таблицей по заданной норме высева определить показания шкалы и установить на высевающем аппарате. С помощью ручки открыть подпружиненную крышку. Поставить тару под высевающий аппарат. Засыпать 1/10 часть нормы высева в бункер. Надеть на вал высевающего аппарата ручку. Выполнить 83 оборота по стрелке, указанной на корпусе высевающего аппарата, со скоростью примерно 1 оборот в секунду.
Сравнить количество массы, оказавшейся в таре, с нормой высева, равной 1/10 части нормы, выбранной в соответствии с таблицей. При несоответствии вычислить процент отклонения. Откорректированное на процент отклонения показания шкалы установить на высевающем аппарате и произвести вторую пробную настройку. Вторая пробная настройка должна соответствовать 1/10 части заданной нормы высева. На втором высевающем аппарате показание шкалы должно соответствовать показанию шкалы первого высевающего аппарата. Норму высева туков на 1 гектар в соответствии с таблицей высева и рисунком установить на туковом высевающем аппарате при пустом бункере одним из двух способов – N или MN. Установить подпружиненную рукоятку делителя нормы высева в отверстие, соответствующее выбранной норме высева. При необходимости произвести пробный высев туков для корректировки нормы высева. Длину маркера отрегулировать таким образом, чтобы след от маркера проходил по центру трактора. Включить вентилятор и прокрутить его в течение 3-5 минут на номинальных оборотах двигателя трактора для очистки семяпроводов от влаги и семян, попавших в них при установке нормы высева. При уровне зерна в бункере выше критического 100 кубических дециметров индикатор бункер должен гореть зеленым цветом. Если во время работы индикатор загорится красным цветом, следует продолжить высев до пункта заправки зерна, где произвести дозаправку в необходимом количестве. Установить необходимую глубину заделки семян. Максимальной глубине заделки семян соответствует отсутствие дисков на фиксаторе глубины, а минимальной глубине заделки семян – наличие всех дисков. Отрегулировать положение прицепного устройства трактора в вертикальной плоскости таким образом, чтобы рама сеялки приняла строго горизонтальное положение. В этом случае давление всех сошников на почву будет одинаково. При повороте поднимать сеялку в транспортное положение гидроцилиндрами подъема сеялки, при этом боковые балки не поднимать. Для обеспечения равной глубины заделки семян все сошники в рабочем положении должны быть расположены на одном уровне. Для этого необходимо отрегулировать положение прицепного устройства трактора. Во избежание забивания семяпроводов посевным материалом прежде всего включить вентилятор. Приступать к севу только после достижения частоты вращения карданного вала установленного значения и продувки семяпроводов в течение 10-15 секунд. Не допускать перегибов и провисания семяпроводов. Заканчивая посев, отключить вентилятор последним. После окончания работы зафиксировать маркеры и боковые балки в транспортном положении. Регулировка сошников и бараны на сеялке S6PM2. Отрегулировать сошники. Установить требуемую глубину заделки семян в соответствии с таблицей. Показатели глубины заделки семян, указанные в таблице, необходимо откорректировать в зависимости от структуры, глубины обработки и влажности почвы, для чего произвести контрольный замер глубины заделки семян при наличии всех дисков на фиксаторе глубины и установке рукоятки сошников в отверстие 1-2. Если значение глубины заделки семян больше 10 мм, как указано в таблице, то при установке требуемой глубины заделки семян необходимо учитывать эту разность. Давление сошника на почву будет максимальным, если рукоятка пружины будет установлена в отверстие 3, а на фиксаторе глубины все диски выведены из зацепления. После регулировки сошников и установки давления сошников на почву необходимо произвести пробный высев, проехав 10-15 метров, замерить глубину заделки семян. При необходимости откорректировать давление сошника на почву. Установить требуемую глубину обработки почвы бараной.
Регулировка глубины и угла атаки рабочих органов осуществляется упорами и ручками. Сеялки «Быстрица» надежны и просты в эксплуатации. Они обеспечивают качественный посев и высокий урожай. Желаем вам успешной работы!